Александр. Да. Опиши, где ты находишься. Я вот парю, вот этот храм у меня передо мной. Ступеньки, это большой храм такой. Ты знаешь, что сейчас пришло? Этот храм копия или копия была на земле, когда Иисус Христос заходил и разбивал всех этих торговцев в храме. Вот он, да, это он. Оказывается, он сделан по копии, ну, в моем понимании. То есть на земле была копия храма из колонн. Слушай, интересная информация. Да, ну вот такая идет информация. И вот мне сейчас показывают, как он опять, он заходит вот на земле и вот показывает, что в храме нельзя торговать, там, устраивать какие-то пиршества. Он столы переворачивает. Ты, получается, увидел прям вот этот момент, да, как Вот сам прям Иисус вижу, это да. делал, да? Я даже чувствую, что он чувствует. Передай, пожалуйста, что он чувствует. Он чувствует горечь, вот, то есть он внешне видно, что он гневается, переворачивая, да, гневается, да, а внутренне он чувствует горечь за, как бы, да как же вы, ну, когда вы поймете, ну что ж вы почему не понимаете, этого нельзя делать, это святыня. Да, согласен полностью. Вот у меня мурашки опять пошли такие сильные. Смотри Ой, сейчас. слышишь? Смотри, я вишу вверху, и он останавливается и смотрит на меня. Вот прям в небо, так вот, как будто он в небо. А я вишу метров, наверное, 30 над храмом, над этим, и смотрю на это сверху. И он такой раз и меня увидел. Точно не мои выдумки. Нет, не анализируй сейчас, все нормально. Ты передавай то, что ты сейчас видишь. Он просто на тебя смотрит. Он просто остановился, да, перевернул кучу столов этих, все в шоке. Он такой раз и в небо смотрит. Только не вверх, только я как бы, ну, не в самом верху уже, да, я метров 20 где-то над этим храмом вишу. Из края сбоку, и вот он раз и меня увидел. Он ничего тебе передать не хочет? Отец говорит, что отец. Не могу понять. Интересно. Надо как-то с ним синхронизироваться, что ли, я не знаю как. Давай сейчас, знаешь, что получается, вот где вот он сейчас находится, ты оказываешься вот прямо Он рядом. говорит, приветствую тебя, брат мой, и так говорит, блин, мне почему-то прям это... Давай-ка сейчас, Саша, окажешься прямо рядом с ним. Раз, два, три. Синхронизируйся, пожалуйста, с ним. Оказался рядом с ним. Прошла синхронизация между вами. Синхронизировался по вибрациям, по энергии. Что-то мешает, не могу понять. Смотри сейчас. Саш, ты рядом с ним? Да. Положи, пожалуйста, руку свою к нему на плечо. Пускай он раскроет свой свет, покажет свой свет. Угу. Он раскрыл свой свет? У него из живота или груди идет такая прям как воронка света такая открылась. Луч. Не воронка, правильно. Ну, как бы конусом открылась. Луч, да? Да, он конусом идет, раскрывается в разные стороны. Он мне говорит, опять ты лазишь тут везде, братец. Почему не лазишь? Типа, ты скучаешь, типа, вот поэтому начал летать. Что-то такое, вот не пойму. Ну, попытаюсь объяснить, что вот какая информация идет. Он говорит, тебе как бы уже хочется обратно или что? Ну, тебе надо еще на земле побыть, как-то так. Такая информация. Спроси у него, он знает твою миссию, нет?
Да, знает, говорит. А он может ее тебе сказать? Сейчас пришло, нас много, вас много, нас много, по всей земле, в основном в России. Вот сейчас знаешь, что показывает? Вот показывает меня и других людей, от которых идет вот в диаметре покрывается эта энергия, она распространяется на какую-то область Земли. Вот представь, как если фонарики поставить, да, в комнате, то каждый освещает какой-то район, область, край. Понял? Ага, я понял тебя. То есть он говорит, ну, просто идет информация, что деятельность человеческая абсолютно не важна здесь. Но опять же, она не должна противоречить там законам Вселенной, там, зла не надо делать и тому подобное. Но именно чем ты занимаешься, не обязательно быть, грубо говоря, священником либо монахом, чтобы иметь такой заряд. Вот как-то так. Деятельность можно быть слесарем, сантехником, там, депутатом. Твое воплощение, оно здесь не связано с твоей миссией. Вот оно, вот это хотел донести. Твоя человеческая деятельность не связана с миссией духовной, ну, энергетической. Ну, то есть, Миссией души. получается, ты как наблюдатель, да? Нет, я даю энергию. Да, ты, получается, даешь энергию тем людям, которые тебя окружают? Вот сейчас мне показывает, вот смотри, сейчас попытаюсь, вот мне прям картинка идет. Сверху через макушку идет поток энергии через мою. И вот представь, если поток через меня проходит, как через сосуд, и вот внизу сосуда распространяется по земле. По земле прямо вот на большие радиусы, ну где-то, я не знаю, километров 500 где-то в радиусе. Понял? 500 километров это радиус. Я сейчас понял, о чем ты говоришь. То есть, получается, вот такие, как ты, вас очень много, и вы по разным секторам и Да, вот так освещаете всю да. И мне землю. показывает сейчас, да, мы находимся, вот их много, у нас много таких по земле. Вот сейчас дальше идет Волгоград, Ростов. Вот почему-то вот море обходит стороной, потому что у них, ну как бы есть пустые места, вот есть пустые места, ну, вроде бы все, вот, но они не существенны, в принципе, их хватает. Интересная такая картинка. Вверху земля, вот мне показывают эту. Вот и в Европе есть. По всей планете есть люди, которые дают энергию. Не знаю, что это за энергия, это какая-то особенная энергия. Ну, слушай, мне Больше всего в России. интересно В России. получается. Ну, вот такая информация. А чего может пожелать вот в данный момент людям, которые сейчас присутствуют, душам, которые присутствуют на планете Земля? Он говорит, что любить надо просто и все. Любви мало стало на земле. Все поклоняться стали мамоне. Мамона это деньги, наверное, материальные ценности. Да, потребительство все там. Нужен опыт. То есть вот показывает сейчас, показывает, что ну как бы люди забыли, кто они есть на самом деле, что они есть душа, а не человеческая плоть. Что надо заботиться о благосостоянии своих потомков, о материальном благосостоянии, ибо это их как бы вообще вгоняет в вгоняет просто в пустоту. То есть и сейчас пришла такая фраза, как один из миллионеров говорил, вот
что если я передам свое богатство своим детям, мои внуки будут просить подати. Вот это он им и хочет передать, что у него не надо рваться за деньги, а деньги мы даем. Даем возможность зарабатывать тем, кто за них не цепляется. Тот, кто знает, что любовь превыше всего, тем мы даем. Для тех, кого деньги вторичны, тем мы даем столько, сколько им надо. Главное потом не растратить себя. Потом некоторые переобуваются, и когда очень богатыми становятся, забывают про Бога. Мы их опускаем обратно. Это один из простых механизмов, простейших механизмов. Равно как и болезнь, он говорит. Болезнь дается не от того, что мы не любим. Почему-то мы, он говорит, мы, отец, мать, вот мы, тут много кто управляет. То есть это тоже иерархия своя. Мы любим, говорит, это не значит, что если дается болезнь, не значит, что мы не любим. Мы воспитываем душу, мы сохраняем, то есть все нацелено на сохранение души, на лечение души. И когда вы молитесь, говорите «спаси и сохрани», вы почему-то думаете о теле, а вы должны молиться о душе. Спаси и сохрани душу. Вы просите о спасении и сохранении души, а ропчете на то, что Бог дал вам болезнь. А тем самым мы лечим вашу душу вашей физической болезни. Вот она, философия. Надо знать человеку. И когда пришла болезнь, необходимо задуматься не о том, кто заразил вас этой болезнью, не о том, что все вокруг виноваты, скорая помощь, больницы, врачи, как все начинают роптать. А виноват надо вовнутрь себя заглянуть, в чем ошибка, и молиться, и понять ошибку. Все взаимосвязано, причинно-следственные связи все связаны, и ни одна болезнь не приходит просто так. Как-то так. Ну да, исчерпывающий ответ он дал. Прям. Я вообще все понял. Есть болезни, которые приходят просто для торможения скорости взаимодействия с окружающим миром. Когда человек разгоняется очень сильно, то есть он хочет все сделать быстро, но кто-то, то есть ты не успеваешь за этим, и необходима скорость другая. И дается болезнь. Болезнь это просто как инструмент, не надо его абсолютизировать. А вопрос такой интересный. А вот родственные души на тонком плане, вот ты, получается, родственная душа, нет, Александр? Родственная душа кому? Ну, получается, Александру, вот который сейчас, я обращаюсь к Иисусу, который сейчас в контакте с тобой. Ты родственная душа, нет? Он наш брат. А сколько у вас таких родственных душ сильных? Можно узнать? Об этом не надо вам знать. Достаточное количество. Хороший ответ, я вас понял. А с кем поговорить нам можно об устройстве тонкого мира, об уровнях тонкого мира? С тобой можно поговорить? Можешь поговорить, но я не смогу, наверное, передать так, как вам будет понятно. Вообще, Александр и так знает, как он устроен. Что он спрашивает, только он забыл, что есть об этом. Он знает лучше меня. А с кем нам можно поговорить по этому вопросу? Можешь направить? Хранитель идет. Хранить. Ага, я понял. Александр, отключись, пожалуйста, от этой ситуации. Рассинхронизируйся. Раз, два, три.
Ты в храме? Я в храме, комната вот в стороне висит, парит в воздухе, цилиндр. этот. Ага, ну пускай нам комната не нужна, и ты оказываешься в самом. Появился какой-то дедушка. Ага, Ты вот нам он и нужен. посохом Он, такой дедушка. он подошел к тебе, нет? Да, да, он просто, как ты сказал, что мы сейчас пригласим хранителя, а он сразу здесь появился. Саш, положи, пожалуйста, руку свою к нему на плечо. Пускай он свой свет раскроет. Мурашки пошли опять по ногам. Он раскрыл свой свет, показал тебе, кто он. Да, Светлая энергия в нем. да, светло. Он автономен в этой энергии сам. Ну, не могу понять, что значит автономен. Ну, то есть он сам в этой энергии светится весь. В светлой энергии, которую он раскрыл. Да, вроде бы, да. Ну все, поблагодари его. Мгм. Устройство тонкого мира. Кто нам может помочь? Разъяснить или показать? Может направить нас? Есть инженеры, вот информация, есть инженеры, которые занимаются устройством. Даже мы не входим, не, не вникаем глубоко в суть мироздания. То есть мы знаем общее. Как и вы смотрите телевизор, вы же не вникаете, как из чего он состоит. Да? Вы понимаете, что есть какие-то лампочки, есть какие-то там детали, которые позволяют это все работать. Инженеры, то есть вот сейчас говорит, вы не, тяжело понять. Мы можем понять, если вникаем. Информация, ну, просто когда нам надо, мы вникаем в какие-то детали, информативно мы получаем. А вашему мозгу очень тяжело это воспринять информацию. А как нам с ними можно увидеться, с инженерами? Инженеры неохотно идут на контакт, они в работе. А есть ли кто-нибудь сейчас из них свободный, чтобы с кем-то поговорить? Буквально ненадолго. Ну, давайте я вас отведу, попробуем. Будем благодарны вам. Отведите, пожалуйста. Появился какое-то существо, ну, человекоподобного. Саш, прикоснись к нему, также посмотри, есть ли свет у него. Пускай раскроет свет свой. Это другая энергия. А, светлая? Такой очкарик какой-то мне пришел, прям в очках, такие линзы у него. Да, вот он такой, есть такой добрячок какой-то такой есть. Но энергетику, которую он раскрыл, сам свет Ну, показал. А светлая она да, вроде да, не темная, да, энергия? Нет, Ага, ну нет. все, поблагодари его. Здравствуйте, а как к вам обращаться можно? Зевс или Зев? Зев или Наверное, не, почему-то Зевс больше. Зевс? Ну хорошо. Зевс, у нас к вам такой вопрос. Саша, синхронизируйся, пожалуйста, с ним. Раз, два, три. Синхронизировался? Вроде да, там такая тонкая энергия.
А нас интересует такой вопрос устройства тонкого мира уровня. Можете рассказать про это? Вы, в принципе, знаете это устройство, вам по-другому. Что конкретно вы хотите узнать про устройство мира? Ну, про то, что когда душа после воплощения на планете Земля, когда заканчивается воплощение и уходит на уровень, попадает на первый, и можете рассказать вот ее ступеньку возвращения к своему высшему Я, к себе домой? Мы можем рассказать только технические аспекты перемещения, за какие заслуги или за какие, за что мы не уполномочены. То есть мы знаем, есть структура, что вот поступает, душа поступает на первый уровень, он достаточно, а вот он показывает горячий, он горячий, в нем очищает, идет обжиг, слово обжиг пришло, обжиг души как бы. Она там, но это нельзя путать с адом. Это Очищение темных энергий? очищение темных энергий, да. Идет там. Он говорит, как Создатель решил сделать, мы и сделали. Он дал задание, мы сделали. Дальше идет тоже выше. Но на первом уровне могут задерживаться, вот задерживаться. От 3 месяцев до 5 лет, что ли, вот что-то такое. А дальше, получается, Там попадает очень неприятно в на этом уровне. Душа там, и там приходит ей осознание, каждый обжиг, Ага. вот, каждая вспышка на теле души, скажем так, это каждый проступок. Вот. И там душа раскрывает свою истинную суть. Как она уже понимает, за что ей придется сейчас. То есть, вот там есть разочарование, вот, что зачем я это делал, зачем я то делал, блин. Вот, Приходит осознание, да? Конкретно Мгм. уже. Даже вот сейчас мне пришла информация, что здесь идет от уровня осознанности на этом. То есть есть души, которые горят и говорят, блин, ну ладно, там что. А есть сознательные души, которые, вот раскаяние, вот он, раскаиваются на этом уровне, и они могут, допустим, на 5 пойти, а за раскаяние истинное они могут сразу на 12. И получается, от 3 месяцев до 5 лет это на первом уровне не находится, а потом уже в зависимости от как себя ведут, попадает уже на тот уровень, да, который надо. Да, они как ведутся от уровня их осознанности и раскаянности. То есть насколько чиста остается душа, насколько она чиста становится, настолько ее поднимают выше. Чем выше находиться, тем приятней. Вот ведет город Золотой, я так понимаю, это рай, это где-то в районе, это выше 15 уровня. Выше идут над городом, вот как раз и самые высшие существа. Это архангелы, ангелы, архангелы, херувимы. Херувим вообще существо странное. А можешь описать его? Это голова и крылья. Нет тела. Не пойму, что так прям. Ага, интересно. Херувим тоже очень высшее существо, одно из приближенных к Создателю. Да, вот выше 15-го. Вот мне показывают 18, я там, на 18-м я нахожусь. Твой уровень 18, да, Александр?
Но идет такая цифра. Понял тебя. Вот такая тема. Слушай, Инженеры ну, постоянно корректируют, вносят корректировки в зависимости от изменений развития душ. Они какие-то вносят корректировки, вот квалификацию уровней. Вот требования, наверное, к каждому уровню есть. Они вносят корректировки, где-то усиливают требования, где-то упрощают. Но это вот они рассказывают, потому что они не могут передать так информацию, чтобы мозг наш понял. Они дают вот такими дозами. а кто-нибудь может нам передать, чтобы наш мозг понял так, как мы можем понять? Вам достаточно, они говорят. Не надо, Согласен? не надо потом вот это сумасшествие может прийти. Вот сейчас они показывают, если вам слишком много давать, вот прям просто погрузить в голову, то вы растворитесь в пространстве в вашем измерении. Ну вот сейчас вот сумасшедших показывают, как бы, есть сумасшедшие, есть не сумасшедшие. То есть есть реально сбой мозга, а есть люди, которые видят несколько измерений одновременно, и они от этого сходят с ума, скажем так. Поэтому не надо, все, блокировка, вот это она и дана. Вам память дается на одну жизнь не потому, что там так хочется, а потому что, чтобы в теле в этом, с этим мозгом, при этой нагрузке развитие было именно в этой жизни. Не нужно другие инкарнации помнить. Это будет сумасшествие. И сколько их вообще уровней? Оказывает 32 или 33. Вот сейчас пришла информация, что выше 18 уровней это второе измерение или вторая параллельность. Там туда поступают, вот, наверное, параллель. То есть мы видим не как 33-этажный дом, да, а как видим 18, и рядом стоит еще, получается, сколько там, 15, 15, да? 15. Да. Вот эти 15, они для других душ, не для земных. Есть другие планеты, где воплощаются, а там нет темной энергии. Это вот он, все, я понял. Душа повышаясь в уровне, она может перейти в другое пространство и воплощаться на другой планете, где нет темной энергии, где живут только на позитиве, на положительной энергии любви. Там другие задачи, то есть там это другого порядка. Там нет материальности, там им не нужны оболочки, биороботы, биоскафандры, они могут уплотнять себя до плотности, скажем, условно, тела человека. Угу. Они могут уплотнять себя, могут перемещаться как воздух. Рты не нужны, речевого аппарата нет, все на силы мысли. Вот очень интересно. Абсолютные существа, получается, абсолютно любовь, да? Да, это, как можно сказать, они не ангелы, но они уже другого порядка. Там задачи, вот у них задача даже глобального масштаба. Они управляют планетами, они смотрят. Вот это есть и НЛО всякие, которые мы видим на космических кораблях. У них задачи присматривать за такими, как мы. То есть мы вообще амебы. Скажем так, наверное, назовем нас младенцами. Вот мы младенцы. Младенцы, которые ничего еще не могут. Почему на тонком плане нет времени?
Александр же вам сказал, что время есть пространство. И если время запереть в шкалу того времени, в котором вы привыкли его понимать, то создание мироздания имеет начало и конец. А мы живем вне времени. Времени не существует абсолютно. Мы можем, перемещаясь в пространстве, перемещаться во времени. Можно жить... Вот, елки, сейчас попытаюсь объяснить. Душа вечно получается? Можно поучаствовать в создании будущего. Почему-то такая информация. Достигнув определенного уровня, да? Да, конечно, да. На тонком плане, не в человеческом воплощении. Я понимаю. Можно поучаствовать в создании будущего, в создании прошлого. И если необходимо изменять настоящее, можно изменить и прошлое. То есть подвластно любое. Но это уже уровень создателя. То есть это могут делать и приближенные архангелы, но с разрешения Создателя. Изменение прошлого и будущего – это очень ответственное дело. Саша, рассинхронизируйся, пожалуйста. Раз, два, три. Ты рассинхронизировался? Угу. Поблагодари, пожалуйста, его. Всего доброго вам. До свидания. Давай мы сейчас с тобой отправимся к Деве Марии. Раз, два, три. Ты находишь ее. Александр? Да. Ты нашел ее? Да, она приближается ко мне, вроде вот чувствую. Как подойдет, скажешь? Да, она подошла. Прикоснись, пожалуйста, к ней, посмотри, пожалуйста. Пусть покажет она свой свет. Показала? Угу. Поблагодари, пожалуйста. Синхронизируйся, пожалуйста, с ней. Раз, два, три. Дева Мария? Да. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы можете посоветовать в данный момент всему человечеству? Вам же только сын мой рассказал про любовь. Нужно любить. А что любить? Любить. Каждый человек знает, что в нем хорошего и что в нем плохого. Каждый человек, делая поступки, знает внутри, что есть хорошо, что есть плохо. Просто прислушиваться надо к себе и поступать так. То есть, получается,
Мы как мыслим, так и живем. Мы сами можем как-то повлиять на тех, кто идут рядом с нами, на тех людей, чтобы они поменялись так же. Если душа не заполнена чернотой, то можем. Все в выборе, все зависит от выбора души, выбора человека. Человек выбирает, куда ему идти. Если он обращается к нам, мы ему помогаем. Но человек, бывает, обращается к нам, получает от нас болезнь и ропчет на это. И говорит: а как же так? Я обратился к Богу, а мне дали болезнь. А мы его начали, наоборот, только лечить. Он не понимает. Обращается к темным, темные дают здоровье, власть, силу. Вот его выбор. Но тут человек забывает о силе и бессмертии души. Саша, рассинхронизируйся, пожалуйста. Раз, два, три. Рассинхронизировался? Ты готов подняться в лечебницу к Рафаилу? На счет 3. Готов. Раз, два, три. И ты оказываешься в лечебнице Рафаила. Крылья почему-то разные. Крылья. А что с крыльями? Ну, мне показывают крылышки. Расправь крылья свои. Они прям с таким звуком. А ты сейчас на месте? Нет в лечебнице у Рафаила, нет? Знаешь, мне сейчас пришло в пространстве, в космосе висит такое помещение огроменное. Оно выглядит как торт. Понял? Вот торт, большой торт. Ну, скажем так, цилиндр с низкой высотой. То есть диаметр намного больше. Ну, как тортик, да? Тортик круглый. Я понял. Как космический корабль, как, я не знаю, как это что, как плато. Вот это мне идет информация, что это лечебница Рафаила. Ну давай ты сейчас находишь его там. Раз, два, три. Он крылатый прям мне пришел такой. Саш, прикоснись, пожалуйста, к нему, пускай он раскроет свой свет. Он говорит: ты что, меня не узнал? Ну, чтобы прикасаться. А все равно посмотри. Пускай не обижается на нас. Да, ничего такого не идет, никакой информации. Но он свет показал свой? Ну да. Поблагодари, пожалуйста. Что говорит, тушка достала? Тушка достала, надоела, говорит. Тоже веселиться умею, да? Да, вот достаточно вот такой веселый. Вопрос к тебе такой, Рафаил. Хотели бы спросить у тебя, попросить помощи. Можешь ли помочь Александру подлечить его?
Говорит, да, можно, но есть определенные тормоза, блоки. А можешь в данный момент помочь? Говорит, да, смогу помочь по тем недугам, которые можно. А другие надо оставлять. Ну вот по которым ты можешь помочь, другие не Другие есть те, которые помогают выполнять программу здесь. Вот так, наверное. То Да, есть все верно, я уже понял. нельзя очищать. Можно очистить и превратить, как бы, программа собьется. Не-не-не, ну, то, что по программе есть, не трогай. То, что Можно даже вот эти недуги, которые есть по программе, их можно немножко облегчить. Ну, как бы снять немножко напряжение. Но это не будет противоречить и его программе. Ну, надо быть аккуратнее здесь. Но если это не будет противоречить его программе, сделай, пожалуйста. Только аккуратно. Саша, описывай, что происходит. Пришла информация, что мне мое тонкое тело разложили по кусочкам. Фантомом, да? Нет. Рука в одной стороне, другая рука в другой. А, во как, ну-ну-ну. Слушай, интересно, ага. Что дальше? К телу подходят, вот руку оторвали, как бы, скажем, какие-то такие ниточки идут к телу все равно. Какие-то каналы, какие-то нити. Это не сосуды, а просто нити. Ну, представь, как сшитую мягкую игрушку разорвали, и вот она вот раз от нее идет. Но это не суть. Это связи, скажем так. Ага, я понял. Он говорит, что надо произвести сканирование определенной программы, выявить программные болезни, скажем так, чтобы их не цеплять. Потому что он может просто одним щелчком взять А, и давай очистить сейчас, все болезни. давай Нужно сейчас. ему выявить, он как бы хочет цветами их разграничить и оставить цвета, которые нужны, А которые давай можно. сейчас, Александр, проявятся как раз эти программы, которые идут с тобой сейчас в этом воплощении. Раз, два, три. Они проявились, эти программы. Проявились? Я не знаю, вот программа идет гиперответственность почему-то, я не знаю. Ну, это и есть твоя одна... Не анализируй, это и есть твоя программа одна. Гиперответственность. Да. Еще что? Скорость, вот как раз скорость, да. То есть скорость, которая не нужна. Нужно быть более размеренным, более спокойным в реализации своих идей. То есть не надо хватать и бежать, как бы так. Ага, понял тебя. Есть болезни, которые тормозят его это. Ну, То есть Рафаил... скорость реализации программы не зависит от времени, а зависит от событийности, от взаимодействия с теми людьми и явлениями, которые имеют быть место. Вот так. То есть программа может выполнена и за год, а может быть не выполнена вообще, условно. То есть не нужно привязываться к возрасту, если вам отмерено 70 лет и в 35 вы думаете, что 50% вы выполнили. Это неправильно. Программа может быть выполнена в 69, а может быть выполнена в 21.
Ага, я А в понял 20 тебя. а в 22 вы можете покинуть биоскафандр. Слушай, ты сейчас не поверишь, я вот прям сижу, у меня прям, знаешь, как волна. Прям я такой мощной еще волны не чувствовал, вибрации прям по мне. Энергия бешеная прям. И не нужно роптать на то, что человек ушел рано. Он, возможно, выполнил свою программу. Тоже интересная информация. Александр, а Рафаилу сейчас хватило то, что мы программу показали, то, чтобы он не трогал твои программы, а только помог тебе, которые не входят в Он без программу? того знает. А, ну все тогда, добро. А не получается на энергетике тебя там чинят, да? Есть как вот веерный луч, вот какая-то такая тема. Вот мое тело, вот я сейчас лежу, Угу. по мне проходит веерный луч, как вот лазерный луч, вот такой веером, он такой вот, прям как будто лазер, то есть он раз сканирует, проходит, и он же как бы лечит, что ли, я не могу понять. У меня заболели кишки, что-то. А ты сам сейчас что-нибудь ощущаешь, нет? Ну, особо не ощущаю. Я ощущаю напряжение в пояснице. Мне болит поясница что-то. И, ну, оно мне и болело. Сказать что-то конкретное не могу. Ну, вот идет информация, что не надо ждать окончания лечения прямо сейчас, здесь и сейчас. То есть задача поставлена, задача будет выполняться там в течение 1-2 суток. То есть мы можем покидать, Не да? надо, не надо находиться прям. Ага, ну все понятно. Саш, поблагодари, пожалуйста, Рафаил.